Дорогие друзья, сегодня мы с вами познакомимся с очень красивым, простым, объемным авторским узором. Обязательно посмотрим, где его можно использовать. Пряжа у меня полушерсть, 240 метров 100 граммов, крючок 4,5. Присоединяйтесь, пишите в комментариях, что у вас будет получаться. И не забывайте ставить лайки. Приступим к работе. И как я уже сказала, мы сегодня с вами научимся вязать красивый авторский узор, объемный. Узор у нас двусторонний, одинаково красиво смотрится с одной и другой стороны. Использовать его можно буквально для всего, начиная от создания шарфика, снуда, пуловера, кардигана и так далее. Мы с вами будем вязать вот такую интересную, теплую и объемную повязочку. Приступим к работе. Начинаем выполнение нашей повязочки с 17 воздушных петель. Напоминаю, что раппорт в ширину у нас 2 петли и 1 петлю мы добавляем для симметрии. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Мы с вами выполнили цепочку из 17 воздушных петель и приступаем к выполнению первого ряда. Высоту у нас раппорт 12 рядов, которые вяжутся очень просто. Первые 6 рядов это резиночки, воздушная петля. Я ввожу крючок во вторую петлю от крючка и выполняю соединительную. И так я вяжу соединительные до конца моего ряда. Вот таким образом. Все очень просто. Не затягивайте. Ваша соединительная должна повторять величину вашей петелечки. Вот таким образом. Я завершаю выполнение моего ряда резиночки, ввожу крючок в последнюю петелечку, выполняю соединительную. Ряд завершен, и мы можем приступить к выполнению второго ряда. Смотрите, все очень просто. Я выполняю воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому, работу разворачиваю. Хочу сказать, что разворачивать всегда нужно в одном направлении. То есть, если вы разворачиваете вот таким образом, то таким образом и продолжайте дальше разворачивать. Пропускаю воздушную, ввожу крючок в дальнюю полупетлю. И мы дальше с вами будем провязывать все наши петелечки за дальнюю полупетлю. Дальнюю или заднюю полупетелечку. И вот таким образом опять же выполняем соединительные. Все очень просто. И так мы вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами и перейду на выполнение следующего ряда. Напоминаю, мы выполняем второй ряд. Я завершаю выполнение второго ряда соединительных столбиков. Смотрите, вот видите, полупетля, обязательно не забывайте про нее. И мы с вами провязываем соединительную. Далее я опять выполняю воздушную и работу разворачиваю, точно так же, как и ранее. Ввожу крючок, пропустив воздушную за дальнюю полупетлю, и начинаю провязывать все, опять же, мои соединительные петли или соединительные столбики. Вот таким образом. И так я выполняю до конца моего ряда. Не спешите, аккуратненько. Видите, да? Вот они, дальние полупетелечки наши с вами. И мы за них захватываемся и выполняем. Так мы выполняем 6 рядов нашей резиночки. Это мы с вами выполняем третий ряд. Всего их должно быть 6. Мы с вами выполнили 6 рядов соединительных столбиков.
Видите, вот такая у нас красивая резиночка получается. Давайте я покажу другую сторону. То есть она двусторонняя у нас. Абсолютно одинаково смотрится с одной и с другой стороны. И продолжаем нашу работу. Напоминаю, раппорт высоту нашего узора 12 рядов, 6 рядов резинки и 6 рядов узора. Я выполняю одну петлю для перехода от одного ряда к другому, немножко подтягиваю ее, работу разворачиваю. И далее очень внимательно ввожу крючок, вот смотрите, в дальнюю полупетелечку. Мы все будем с вами провязывать, именно захватывая за дальнюю или заднюю полупетлю. И выполняю столбик без накида. Узор очень простой. Далее накид на крючок, ввожу крючок опять же в полупетелечку. Выполняю незавершенный столбик с накидом и еще один незавершенный столбик с накидом. И общая вершинка. Далее в следующую полупетлю столбик без накида. Далее накид и опять повторяю то же самое. То есть 2 столбика с накидом, с общей вершинкой и общим основанием. И далее провязываю столбик без накида. И еще раз повторим: накид за дальнюю полупетлю, первый незавершенный, второй, общая вершинка и столбик без накида. Так я выполняю до конца моего ряда. Мы завершаем выполнение нашего ряда и завершаем мы его столбиком без накида за дальнюю полупетлю. Видите, да? Далее работу выполняем воздушную для перехода от одного ряда к другому и работу разворачиваем. Вот такой у нас объемный красивый с вами узор получается. Он будет двусторонний. И мы выполняем с вами все то же самое за дальнюю полупетлю. Смотрите, дальняя полупетля, над столбиком мы провязываем столбик без накида, то есть все то же самое вяжем. За дальнюю полупетлю первый незавершенный столбик, второй, общая вершинка, и за следующую дальнюю полупетлю, видите, да, мы выполняем столбик без накида. Все вяжется очень-очень просто, и у нас с вами узор получается очень объемный, теплый и в то же время красивый. Общая вершинка, далее столбик без накида. Все мы с вами провязываем за дальние полупетли. Видим, да, то есть над нашей общей вершинкой мы опять провязываем 2 столбика. Над столбиком без накида мы провязываем столбик без накида. Все за дальнюю полупетлю. Так мы вяжем до конца нашего ряда. Видите, так будет смотреться наш узор. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда узора. И смотрите, хочу обратить ваше внимание именно при выполнении нашего узора и когда мы провязываем вершинку последнего, подчеркиваю, последнего столбика без накида, я рекомендую не за одну полупетелечку, видите, у нас дырочка будет получаться такая большая, а именно за 2 полупетли провязываться. То есть выполняем вот таким образом столбик без накида, при этом завершаем ряд. Это касается только последнего провязывания. И именно, да, вот когда мы выполняем наш узор со столбиками. Далее воздушная, я работу разворачиваю и повторяю все то же самое. Выполняю столбик без накида. Далее за дальнюю полупетлю, напоминаю, мы с вами все провязываем. 2 столбика, 1,
2 и общая вершинка. Далее за дальнюю полупетлю столбик без накида. И еще раз, 2, столбик без накида. Завершу выполнение я вместе с вами и далее расскажу, как продолжить нашу работу. Мы завершаем выполнение. Обращаю ваше внимание, это 3-й ряд узора, или у нас получается 6 и 3, это 9-й ряд нашего раппорта в высоту. Выполняю столбик без накида, как мы с вами и договорились. Последний столбик без накида я провязываю за обе полупетелечки. Воздушная, работу разворачиваю и приступаю к выполнению точно такого же ряда. Смотрите, у нас резинка 6 рядов соединительных столбиков и узор наш опять же 6 рядов, то есть всего мы выполняем 12 рядов. 6 выполнили, 3, и нам осталось выполнить 3 ряда нашего вот такого узора. Очень просто, запоминается, вяжется. Далее вы выполняете самостоятельно еще 3 ряда именно вот такого объемного узора. И получается у нас, еще раз повторюсь, 12 рядов нашего раппорта в высоту. Мы с вами выполнили все 12 рядов нашего раппорта в высоту. Напоминаю, еще раз повторюсь, это 6 рядов резиночки и 6 рядов нашего вот такого красивого объемного узора. Вяжется просто. И теперь я начну просто выполнение нашей резиночки, то есть следующего раппорта в высоту. Узор у нас, видите, двусторонний, смотрится красиво и абсолютно одинаково, как с одной, так и с другой стороны. Что мы с вами делаем? Мы выполняем с вами одну воздушную петлю и работу разворачиваем. И будем выполнять нашу резиночку, провязывая дальние полупетли. Выполняем соединительные. Здесь все очень просто, то есть мы с вами уже выполняли наши соединительные столбики вот таким образом за дальние полупетли, видите, да? И будем так продолжать выполнять наш следующий раппорт в высоту. Я быстренько завершу выполнение этого ряда. В этом случае мы довязываем. И смотрите, обращаю ваше внимание, что опять же мы захватываемся именно наш столбик без накида, захватываемся за обе полупетли, воздушная, и далее соединительные идут уже, это у нас с вами 2-й ряд, обязательно считайте. Таким образом, и здесь уже пройдя, мы будем захватываться только за одну дальнюю полупетелечку. Вот таким образом. Все. Так вы вяжете нашу красивую повязочку на необходимую, ну, само полотно на необходимую вам длину. Длина нашей повязки равна объему головы. Получается объемная, красивая и теплая. Мы с вами выполнили наше полотно на необходимую нам длину. И хочу сразу показать, видите, полотно наше получилось двустороннее. Великолепно подойдет не только для повязочки, можно сделать буквально любое изделие таким узором. Можно сделать шарф, снуд, пуловер. Все зависит от вашего желания, вашей фантазии. Мы выполняем с вами повязку. И хочу еще раз показать, давайте так покажу и так. Узор двусторонний. Я покажу, как красиво и аккуратно соединить. И хочу 2 слова еще сказать. Если по объему ваша повязочка, допустим, немножко маловато, вы хотите добавить буквально 2 ряда, то добавляйте именно ряды соединительных столбиков после вашего раппорта.
на затылочной части будет немножко больше ваших столбиков. Смотреться будет красиво, аккуратно и незаметно. Видите, да? Вот очень красивый, эластичный такой, в то же время объемный узор получается. И вяжется достаточно просто. И повторюсь, наше полотно получается вот такое красивое, двустороннее, видите. Давайте посмотрим, как аккуратненько соединить. Мы располагаем вот таким образом. Видите, начало работы. Вот я ниточку оставила, хорошо видно. И вот наша рабочая петля. Ближе к нам начало работы, видите, хорошо, да? Далее я выполняю, как всегда мы с вами делали, воздушную петлю в начале работы. Ввожу крючок в первую петелечку, и здесь я ввожу в дальнюю полупетлю. Видите, вот моя первый мой столбик, моя петля, и за дальнюю полупетлю. Вот таким образом. И соединяю. Можно это сделать иглой, и я делаю крючком. Далее опять ввожу крючок в следующую петлю. Вот я разверну, видите, вам хорошо видно, дальняя полупетля. Ничего сложного, просто внимательно, аккуратно. Петли не затягивайте и в то же время не делайте очень рыхлыми. То есть они должны полностью повторять петли вашего полотна. Еще раз я покажу, вот видите, да? Так мы с вами будем выполнять до конца нашего полотна. Вот так аккуратненько мы полностью соединим с вами. Я выполнила соединение и покажу, как убрать нить. Вот таким образом, после того, как я обрезала нить, я убираю вдоль шва. Вот прям беру и аккуратненько и красиво прошиваю петелечки. Так я буду убирать одну нить и другую точно так же с другой стороны. Далее я выверну, ниточки вы берете самостоятельно, я выверну полотно и покажу. Видите, очень красивый аккуратный шов, его практически не видно в полотне, вот если, да, видите, в готовом полотне абсолютно не видно. И у нас с вами получилась красивая, интересная, теплая и уютная повязочка на голову. Наша с вами повязочка готова. Посмотрим. У нас высота повязки 9 сантиметров получилась, видите. И повторюсь, вы выполняете на объем вашей головы. Узор объемный, красивый, двусторонний. Этим узором можно связать буквально все, начиная от шарфика, снуда и заканчивая каким-либо готовым изделием. Присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что у вас получилось. До новых встреч и творческих вам успехов!